Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы исследуем мир заброшенных мегастроек, которые когда-то обещали стать символами прогресса и процветания, но сегодня стоят пустыми и забытыми. В каждый из этих грандиозных проектов вложены миллиарды долларов, но по каким-то причинам они остались либо вскоре после открытия брошенными, либо вовсе недостроенными. Что же произошло? Кто стоял за этими амбициозными планами и почему их мечты так и не сбылись? Мы исследуем истории этих гигантских конструкций и попытаемся понять, какие факторы привели к их упадку. Готовы вместе с нами заглянуть в заброшенные здания, которые когда-то должны были стать центрами жизни и бизнеса, но теперь превратились в призраки прошлого. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь давайте вместе разгадаем загадку этих заброшенных гигантов. Сатурн Юник. Башня Сатурна должна была стать 47-этажным элитным кондоминиумом, в котором предполагалось расположить 600 квартир, но грандиозным планам не суждено было сбыться. В 1997 году Таиланд настиг азиатский финансовый кризис, и экономический успех страны потух. Деньги обесценились буквально за ночь. Можно, конечно, и грянувшим кризисом объяснить, почему столь грандиозное здание бросили. Но история строительства и забвения башни Сатурна чуть сложнее. Здание спроектировал известный архитектор и девелопер недвижимости Рангсан Торсуван. Проект был запущен в 1990 году. В 1993 из-за спорной ситуации Рангсан был арестован по обвинению в заговоре с целью несостоявшегося убийства президента Верховного суда Прамана Чансуи. Рангсан был признан виновным в 2008 году, но в 2010 он был оправдан апелляционным судом. Однако вся эта канитель, затянувшаяся на 15 лет, стала причиной полной остановки строительства. И в то время как многие объекты были все-таки закончены, хоть и со значительной задержкой, то башня Сатурн Юник, которая должна была стать символом процветания и обновления, превратилась в памятник экономическому кризису. Да, до наступления финансовых трудностей здание было готово на 85-90%. До момента сдачи оставалось всего ничего. И если бы владельца не арестовали, небоскреб был бы сдан в эксплуатацию, пусть даже с опозданием. Но не сложилось. Форест-Сити, Малайзия. Форест-Сити или лесной город находится в южной части Малайзии, вблизи Сингапура на искусственно созданных островах. Его история начинается в 2014 году, когда китайский девелопер Country Garden, один из крупнейших в КНР, объявил о запуске этого мегапроекта в малайзийском штате Джохор. Проект, оцененный в $100 миллиардов, должен был стать воплощением футуристического города на 4 искусственных островах в проливе Джохор. Площадь в 30 квадратных километров, небоскребы высотой до 35 этажей, зеленые фасады, умная инфраструктура и экологичные технологии. Все это позиционировалось как рай для жизни. Однако спустя почти десятилетие эта застройка превратилась в символ несбывшихся надежд, получив прозвище «Город-призрак». Что же пошло не так? На бумаге все выглядело прекрасно. Да и в реальности к 2016 году интерес к жилью был ажиотажным. Квартиры продавались еще на этапе котлована, а агентские отделы работали на пределе. Основной целевой аудиторией были не малазийцы, а инвесторы из Китая. Однако проект оказался не готов к политическим и экономическим изменениям. В 2017 году Пекин ввел валютный контроль, ограничив вывоз капитала за рубеж. После этого продажи резко просели. В 2018 году премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад даже ввел временный запрет на покупку недвижимости иностранцами, что еще больше отпугнуло инвесторов. Последний удар COVID-19 в 2020 году. К настоящему моменту Country Garden успел построить около 15% задуманного. По состоянию на 2025 год в Форест-Сити проживает около 9 тысяч человек, вместо запланированных 700 тысяч. Некоторые здания заселены на пару процентов, а большинство квартир пустуют. А сами жители описывают Форест-Сити как жуткое место. Темные коридоры, отсутствие соседей и минимальная инфраструктура для жизни. Так вместо райского уголка появился город-призрак. Отель Рюген, КНДР. Мне почему-то кажется, что вы никак не ожидали увидеть в этом видео сооружение Северной Кореи. Однако я думаю, вам будет интересно послушать, как северокорейский небоскреб стал символом несбывшихся амбиций режима и экономических трудностей страны.
История отеля «Рюген» началась в 1987 году, когда правительство КНДР объявило о строительстве самого высокого гостиничного комплекса в мире. Ну, вы же понимаете, что Северная Корея во что бы то ни стало стремилась превзойти соседний Юг накануне Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Проект разработала местная фирма Baekdo-san Architects and Engineers. Здание планировалось как многофункциональный комплекс, по разным оценкам 3000 или 7665 номеров, 5 вращающихся ресторанов с панорамным видом на Пхеньян, офисы, квартиры и даже казино. Строительство должно было завершиться к 1989 году, а официальное открытие в 1992 как раз к 80-летию президента Ким Ир Сена. Однако экономика Северной Кореи не выдержала нагрузки. В начале 90-х годов после распада СССР финансирование проекта прекратилось. На тот момент каркас был достроен, но здание оставалось без окон и внутренней отделки. В 2008 году строительство возобновилось, а в 2011 был завершен внешний вид. В 2018 году с одной стороны небоскреба была установлена светодиодная подсветка. Ну и как бы все. Сегодня не введенная в эксплуатацию гостиница представляет собой 105-этажный небоскреб пирамидальной формы высотой в 330 метров. Да, внешне Рюген впечатляет. Но внутри голые стены без проводки и мебели. Сегодня отель подсвечивается цветами северокорейского флага и используется как пропагандистский фон для массовых мероприятий. Небоскреб Golden Finance 117, Китай. Недостроенный небоскреб Golden Finance 117 стоит на окраине Тяньцзиня, 7-го по величине города Китая. Его высота почти 600 метров. Строительство Golden Finance 117, он же China 117 Tower, началось в 2008 году, но было остановлено всего 2 года спустя, во время Великой рецессии в Китае, то есть спада экономической активности. Но высотка была очень перспективная. Ее стройку пытались перезапустить чуть позже, в 2011 году, но снова не хватило финансирования. Все закончить планировали в 2018-2019 году, однако к сентябрю 2015 года строительство было вновь приостановлено и с тех пор не возобновлялось. На тот момент небоскреб был 5-м по высоте зданием в мире. Теперь это самый высокий заброшенный небоскреб. А ведь на 128-этажной башне планировали сделать ромбовидную смотровую площадку, а также огромный бассейн, ресторан и скай-бар. Представляете, как это было бы восхитительно? Однако проект вряд ли кто-то еще решится реализовать. А если кто-то решит, то он будет последним с такой высотой в Китае, ведь власти Китая в 2021 году установили ограничения по высоте будущих небоскребов до 500 метров. Пересмотрели также и высоту обычных зданий в городах с населением до 3 миллионов жителей. Теперь допускается максимум 150 метров, а во всех остальных не более 250 метров. К тому же некоторые эксперты говорят, что разработка такого проекта была сразу плохой идеей, ведь в Тяньцзине, второстепенном городе, он просто не вызывал интереса у элиты. Башня Авраама Линкольна, Бразилия. Башня Авраама Линкольна – один из 2 небоскребов в Рио-де-Жанейро, которые были частью масштабного градостроительного проекта 60-х годов. Первоначальный план предусматривал возведение 76 жилых башен. Да, в те годы Бразилия переживала расцвет, поэтому строились амбициозные планы. Проект разработали архитекторы Лусио Коста и Оскар Нимейер, те самые специалисты, которые создали план столицы Бразилии, города Бразилия. Строительство башен началось в 1969 году. Однако в 1972 его приостановили из-за сомнений в прочности конструкции. Грандиозным планам не суждено было сбыться, ведь строительство не было окончено ни в срок, ни спустя десятилетия. Застройщик пытался обратиться за финансовой поддержкой к индивидуальным инвесторам, обещая снижение цен при покупке жилья, но это не стало выходом. Финансовые проблемы так и не решились ни с помощью властей, ни благодаря средствам дольщиков, которые вложили деньги, но остались без квартир. Завершить башню Авраама Линкольна так и не удалось. Однако вторая башня, башня Шарля де Голля, была достроена и заселена.
Она стоит рядом с заброшенной башней, служа своеобразным напоминанием о том, каким могла бы стать башня Авраама Линкольна, если бы ее строительство довели до конца. Такие вот одновременно одинаковые и разные два 37-этажных небоскреба-близнеца. Финансовый центр Конфинансас или Башня Давида, Венесуэла. Этот небоскреб должен был стать самым высоким зданием Венесуэлы, символизировать успехи страны и называться Финансовый центр Конфинансас. Построен он был, соответственно, в Каракасе, столице Венесуэлы, в 1994 году. Ну, как построен? Строительство грандиозного проекта остановилось после смерти главного инвестора Давида Бриллембурга. Также в этот период страна оказалась в экономическом кризисе, и недостроенный объект так и не нашел своего нового инвестора. В 2007 году башня постепенно начала заселяться бездомными. Никто не может дать ответ, как именно они туда попали. Все же многие годы сооружение пустовало и стояло в гордом одиночестве. Возможно, людей начали заселять за символическую плату, поскольку в городе было много бездомных. Так здание постепенно стало превращаться в огромные вертикальные трущобы. Сам небоскреб представляет собой 45-этажное здание высотой 190 метров с вертолетной площадкой в верхней части. Люди расселились до 28 этажа, ведь выше нет стен, только железобетонный каркас. В 2013 году в нем проживало порядка 750 семей. Работали маленькие магазинчики, парикмахерские и мастерские. Жители высотки сами провели электричество, канализацию и водопровод, который работал до 22 этажа. 22 июля 2014 года правительство Венесуэлы запустило программу расселения. К июню 2015 все жители башни были переселены в новые дома. Но это не спасло ситуацию. Хоть людей и удалось выселить, но достраивать здание так никто и не взялся. Небоскреб был выставлен на продажу городскими властями. Однако ни одного крупного инвестора не заинтересовало такое предложение. Плаза Тауэр, Новый Орлеан, США. Если вы посмотрите на горизонт Нового Орлеана, то башня Плаза будет одним из первых зданий, которое бросится вам в глаза. 45-этажный небоскреб Плаза Тауэр был закончен в 1968 году и до сих пор является одним из самых высоких сооружений в Новом Орлеане. Здание стоимостью $15,5 миллионов включало несколько жилых помещений. Оно в основном предназначалось для офисов. В башне и вправду работали офисы, пока в 2001 году арендаторы не начали публично критиковать владельцев здания за ненадлежащие условия в нем. Они жаловались, что токсичная плесень и асбест вызывают у них заболевания, и подали несколько исков в суд на владельцев. Как следствие, в 2002 году офисы были эвакуированы, а вход в башню закрыли. Плаза Тауэр полностью опустела. В 2005 году ураган Катрина разрушил часть структуры башни. В 2011 и в 2014 годах здание 2 раза продавали. Что это дало? Ровным счетом ничего. Да и проблемы продолжились. В 2021 году с небоскреба упала облицовочная панель и ударила велосипедиста. В 2022 произошел пожар, а в 2023 году погиб мужчина. Он упал с одного из этажей. Так, Плаза Тауэр стала не просто заброшенным зданием, но и угрозой общественной безопасности. Власти готовятся снести это строение, хотя теперешний владелец все еще надеется найти покупателя. Бурдж-аль-Мур, Ливан. Бурдж-аль-Мур, что с арабского переводится как «башня горечи», это недостроенный 34-этажный небоскреб в Бейруте, столице Ливана. Башня первоначально планировалась как офисное здание и торговый центр, но строительство остановилось в 1975 году из-за начала гражданской войны в Ливане. Благодаря высоте и расположению небоскреба он был быстро занят вооруженными ополченцами и стал тактической точкой расположения войск во время боев в Бейруте. Существует множество версий о том, как именно использовался Бурдж-аль-Мур во время военных действий, и по некоторым данным с верхних этажей работали снайперы, а на подвальных этажах держали заключенных. В итоге военные действия разрушили большую часть города, но небоскреб выстоял. Однако после окончания боевых действий оказалось, что здание пострадало слишком сильно, чтобы его можно было дальше использовать. Сегодня небоскреб служит напоминанием о трагических событиях, произошедших несколько десятилетий назад. Так несостоявшийся бизнес-центр стал израненным артефактом войны.
который трудно разрушить или отреставрировать. В 2018 году израненное войной здание в Ливане преобразилось. Художник Жад Аль-Хури разместил в нем временную инсталляцию. Украсил окна разноцветными занавесками и превратил его в Бурдж-эль-Хава – башню воздуха. Башня Инсигния, Мексика. Здание под названием Insignia Tower было построено в 1962 году в столице Мексики Мехико. Она представляет собой 25-этажный треугольный небоскреб, который к моменту постройки был вторым по высоте зданием в Мексике. После официального открытия в 1964 году здание первоначально использовалось администрацией местного жилого комплекса. Затем оно стало штаб-квартирой Национального банка общественных работ. Согласитесь, выглядит башня Инсигния впечатляюще. Здание имеет форму треугольной призмы и было построено с использованием железобетонного каркаса. Восточные и западные фасады имеют наклон 15 градусов, а на самой высокой точке здания установлен карильон, который был подарен Мехико правительством Бельгии, и мелодия которого ежедневно звучала в период эксплуатации башни. А ведь мексиканцам недолго вышло в полной мере насладиться величием башни Инсигния. После землетрясения, случившегося в Мехико в 1985 году, 25-этажный небоскреб был заброшен. С тех пор он пустует. В 2007 году здание было продано американской компании Cushman & Wakefield. Также было предпринято несколько попыток восстановить полуразрушенное здание, но небоскреб так и не вернулся в эксплуатацию. Скай-Сити, Китай. В китайском городе Чаньша должно было появиться самое высокое здание в мире – небоскреб Скай-Сити, высотой 838 метров. Его проект, разработанный в 2012-м, был утвержден местными властями. Большая часть площадей предусматривалась под жилые помещения. Китайцы хотели не только на 10 метров превзойти Бурдж-Халифа, установив новый рекорд высоты, но и отличиться в другом отношении. Было заявлено, что Скай-Сити возведут за 90 дней. Основные конструкции будущего здания предполагалось изготовить заранее, потратив на это 4 месяца, а на площадке уже соединять их словно конструктор. На внутреннюю отделку и обустройство прилегающей территории отводилось еще порядка 180 дней. Не дождавшись одобрения из Пекина, в июне 2013-го в торжественной обстановке был заложен символический камень, после чего рабочие приступили к рытью котлована. Строительство планировали окончить в апреле и провести открытие в мае или июне 2014 года. Но уже в следующем месяце появились сообщения о том, что строительство заморожено правительством. На него не было получено разрешения. Дальнейшие попытки добиться разрешения на строительство высотки ни к чему не привели и проект отменили. Грандиозному сооружению так и не суждено было появиться. А раскопанный котлован превратился в пруд, где местные жители начали разводить рыб. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, какая история из нашей десятки удивила вас больше всего.